Короче, приехали в кемпинг. Тут у всех такие эти крутые палатки на крыше автомобилей. Там дальше. Даже что-то как-то стыдно свою разбирать. Опять на работе. Опять не работаем. А занимаемся нашими самоделками. Пока еще не выгнали. Давайте смотрим. Смотрите. Вот у нас наш багажник. Помним, да? Вот расстояние от солнечной панели до конца багажника. Вот это мы должны занять нашей очередной самоделкой. Так что, ребят, уже приступил. Пойдемте будем смотреть, что у нас там получилось. Так, смотрите. Получились вот такие вот медузы металлические. Смотрите, вот все на вот таких вот болтовых соединениях. Все шевелится. Вот. Вот так это все выглядит. Вот две вот такие запчасти. Так, ну что, вот подрезал. Вот такие вот все детальки получились ровненькие. Раз. И вторая деталька. Вот так это тут все шевелится. Вот это открывается. Сейчас будем собирать уже готовую конструкцию. Так, ну что, все, собрал, ребят. Все наживулил, сварочкой прихватил. Но уже видна конструкция нашей самоделки. Давайте смотрим, что получилось. Эта бандура будет крепиться у нас на багажник. Теперь натянул ниточку, чтобы появились какие-то очертания этой самоделки. Вот. Вот так это все выглядит. Блин, напротив солнца сейчас. С этой стороны зайдем. Вот так это будет все выглядеть. Длина у нас 2,40. Так что, ребят, вы поняли, что это палатка на крышу автомобиля. Вот так все использовали. Так раз. Собрали. И поехали дальше. Так, ну все, друзья. То, что мы умели, сварка, металл, это мы все сделали. Сейчас теперь вечером предстоит самое тяжелое. Надо шить, начинать шить чехол. Даже не представляю, как это делать. Ну, давайте будем все вместе познавать это ремесло чудное. Я уже дома. Притараканил домой этот каркас. Смотрите, вот он от палатки. Уже все разложил. И что сейчас будем, что хочу посмотреть. Есть два варианта, из чего мы будем делать вот это вот покрытие палатки. Посмотрите, вот это у нас первый вариант. Все, в принципе, оно неплохо легло, но у меня такое ощущение, что мне ткани немножко не хватит. Вот. Так, второй вариант. Это моя уже много повидавшая палатка из Декатлона. Трехместная, быстро разборная, которая разбирается за 3 секунды. То есть дно у нее уже изрядно подизносилось. Вот видите, то есть вот есть уже такие дырочки небольшие. В принципе, это не критично. Но сейчас мы разберемся и посмотрим. Может, ее как-то можно интегрировать вот в этот каркас. Так, ну что, приехал вот в магазин ткани. Вышел. Смотрите, вот такую вот москитную сеточку купил. 4 метра этих погонных. Так что мне хватит на все самоделки, ребят. Все, едем дальше шить. Ну что, день второй. Смотрите, поменяли вот так вот чехол. То есть раньше мы хотели использовать вот эту дверь. То есть сейчас все-таки думаем, что не будет этой двери. Вот, расположили вот так. И так уже стала картинка более интересная. Что в планах? В планах вырезать вот эту дверь. Вот, здесь поставить москитную сетку. Ее, может быть, попробовать перенести вот в это место. То есть, смотрите, какие проблемы. Вот здесь вот не хватает палаточной ткани. Вот здесь есть дыры. С той стороны тоже непонятно что. Короче, склонились вот к этому материалу.
Так что будем сейчас резать, шить и вышивать. Так, все, давайте резать палатку. Сейчас вырежем вот этот проем и будем смотреть дальше, что у нас получается. Так, погнали. Оставляю вот здесь кусочек ткани, чтобы потом можно было в него вшить что-то. Короче, разрезал все. Видите, вот такие вот два отверстия. Это будут москитные сетки здесь. Дальше живулю. Ничего не получается. Уже все тут продырявил, всю палатку. Посмотрите. Все в дырках. Я не знаю, как это все сшивать. Целая история. Ой, трындец, ребятки. Смотрите, чем занимаюсь. Вот. Машинка швейная. Игла, палатка. Вот прочертил линию, вот здесь наживулил, прочертил линию по линейке. Сейчас будем шить. Короче, стемнело, нужен какой-то дополнительный свет. Все, смотрите, вот здесь вот так вот сшил практически, потому что здесь вопросы есть. Вот здесь вот все сшил угол. Теперь вот эта тряпка, она не имеет натяжения. Ее прорезали. Теперь надо вот так ее наживулить. И вот это вот прострочить. Все, давайте идем дальше. Ребята, кто беспокоился, все ли со мной хорошо, где я, куда пропал. Со мной все хорошо, я просто уже неделю шью. Вот есть у нас складной механизм. Вот так это все сделано. То есть все обварил. Вот здесь все тоже обварил. Зачистили. Вот. Дальше. Теперь вот эти у нас поддерживающие элементы тоже готовы. То есть надо подзачистить. Дальше. Сейчас пилим фанеру, чтобы уложить вот в эти вот элементы. И смотрим, что уже будем прикладывать лестницу. Уже можем примерять на багажник автомобиля. Так что давайте, ребят, смотрим. Ну что, выпилил деревяшки. Вот такие вот две площадки получились. Вот такой складной механизм. То есть все вот так вот поднимается, все складывается. Пока временно закрепил на вот такую стяжку. Все, сейчас будем уже примерять нашу лестницу и смотреть, что у нас получается. Давайте, ребят, вспоминаем автомобиль наш. Автомобиль не низкий, автомобиль высокий. Смотрите, от пола до нашего багажника получается 2 метра 10 сантиметров. Поэтому, чтобы попадать в палатку, нам обязательно нужна лестница. Лестница быстро раскрываемая, чтобы не было всяких там дополнительных минут при раскрытии палатки. Поэтому была куплена вот такая лестница. То есть раскрывается она просто вот таким вот методом и складывается. То есть вот эти клипсы сводим друг к другу, и она складывается. Вот, так что сейчас эту лестницу будем крепить на нашу палатку. Давайте. Вот приварил вот такие вот лапки. Вот с той стороны маленько другой формы. Так, все, вот это вот так вот смотрится, ребят. И поставил уже лестницу. Вот так это будет выглядеть. Вот наша лесенка. Здесь мы поднимаемся и проходим в палатку. Также лестница это будет опора нашей всей вот этой вот консоли висящей. Фу, блин, получается прям круто.
Сейчас буду все дорабатывать детали, и уже можно будет накинуть наш тент, который я шил ровно неделю. Давайте сейчас посмотрим. Если успеем, то сегодня все сделаем. Так, ну что, давайте, смотрите, сложили лестницу скотчем, примотали. Сейчас будем пробовать, как этот механизм работает. Смотрите. Вот так лестница, естественно, будет собрана. Вытягиваем лестницу. Рычаг. И вот так вот опускаем. Все. И свободно поднимаемся в нашу палатку. Но вы, конечно же, также спросите, а что с тентом на палатку? А с тентом на палатку все немного сложнее. Потому что, ребят, я шью уже, я не знаю сколько по времени. Короче, предлагаю вам посмотреть вот следующий шедевр. Давайте, все, приятного просмотра. Студия кинопрограмм телерадиокомпания «Останкино» представляет Викторию Руффо в мексиканском телевизионном сериале «Просто Мария». Ну что, друзья, вот это наша долбаная палатка, которую я шью уже просто неделю, наверное. Смотрите, усиление палатки есть, окна вот такие вот всякие есть, вот такие вот окна есть, молнии есть, крючочки всякие есть. Посмотрите, тут просто километр этой долбаной ткани. Короче, я не знаю, как мне это все закончить. Осталось совсем немножко, но у меня больше нет сил. Люблю тебя, Хосе Игнасио. Не забывай. Я люблю тебя, Лаура. Да, Луис, хорошо. Увидимся. Ну что, друзья, пришло время пригласить вас в гости в мою палатку. Давайте. Вот здесь есть у нас такая дверь. Все, вот здесь предусмотрен фиксатор для двери. Давайте, проходим. Так. Вот низ палатки, то есть нужно закрепить. Смотрим. Предусмотрено окошко. С москитной сеткой. С этой стороны такое же окошко. Также с москитной сеткой. У изголовья также предусмотрено окошко. Если вы увидели, есть москитная сетка. Ну что, вот такая вот палатка получилась обалденная. Вот так ложишься, спишь, свежо, дождь не попадает. И сегодня едем покупать матрасики в Икею. Так что давайте сейчас покупаем все и смотрим, что дальше получилось. Короче, приехал на парковку автокараван. Вот, видите, автодома стоят. Вот. Приехал для чего? Чтобы запихнуть нашу палатку на крышу, как бы это странно ни звучало, на крышу. Вот. Один я это сделать не могу. Сегодня жена в школе, сын на работе. Поэтому вот в этом доме живет мой
знакомый. И если он дома, то он мне поможет ее закинуть. Палатка весит 52 килограмма, поэтому есть некоторые сложности. Вот. Давайте сейчас будем долбиться, будить человека. Короче, вообще ума не приложу, как ее затащить наверх. Друг мой то ли спит, то ли его дома нет. Так что давайте будем делать это самостоятельно. Это было капец как неудобно. Просто жесть. Короче, приехали в кемпинг. Тут у всех такие эти крутые палатки на крыше автомобилей. Там дальше. Даже что-то как-то стыдно свою разбирать. Ну ладно, давайте. Вот палатка. Сейчас будем. Ребят, если честно, ни разу ее еще не разбирал. Вот так в сборе на машине. То есть как дома разбирал, потом прикрутил лестницу, все это стало невозможно. Так что сейчас вместе с вами буду вот просто первый раз открывать эту палатку. Так, ну все, давайте делать распаковку. Уже не терпится. Хочется посмотреть, как это все выглядит. Давайте, смотрите, и насколько это быстро вообще будет раскладывание этой палатки. Так, здесь у меня крючки. Раз, два. Отцепили. Так, залезли. Забыл. Так, вот здесь лестница зафиксирована вот такой вот штучкой. Убрали. Так, здесь палатка. Все, теперь самое интересное. Давайте продолжаем. Смотрите. Так, берем лестницу. Вот так вот вытягиваем. И вот таким вот движением. Палатку. Так, теперь так, так, ну все, вроде бы все, готово. Так, я первый раз буду залазить. Блин, ну тут, конечно, страшно. Ну, в принципе, достаточно безопасно, наверное. Все, ребят, вот такая палатка получилась. Шатается, конечно, ветер. Будем сегодня спать в ней и испытывать по полной программе. Все, я слазю. Не, ну это прикол, конечно. Посмотрите, какой дизайн. Вот так это выглядит. Залез. Все, вот смотрите, вот здесь такой уют. Матрасик вот новый из Икеи купил. Но дело в том, что вот эти я места еще не доработал. То есть здесь же механизм складывания. Отсюда дует. Отсюда дует. Оттуда дует. Я, короче, сегодня 7 градусов передают холода. Даже не знаю, что делать. И шапку не взял. Ладно.